Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема этого видео — это глобальные переменные. Давайте откроем редактор кода, зайдем в директорию, откроем файлик. И первое, что нужно сделать, это, конечно, понять, дать определение, что такое глобальная переменная. Глобальная переменная — это переменная, которую видно отовсюду. В любом файле вашей программы видно глобальную переменную, ну или как минимум к ней можно получить доступ при желании. Давайте попробуем объявить глобальную переменную пока что просто в этом файле, прямо в мейне. Для этого вспоминаем урок про пространство имен. Здесь у нас глобальное пространство имен, и поэтому мы прямо здесь можем объявить переменную. Ровно так же указываем тип, ну, например, мы как обычно делаем, для примера объявляем integer типа переменную, и можно сразу проинициализировать ее каким-то произвольным значением. Почему-то еще здесь. Ладно. То есть попробуем получить к ней доступ. Напоминаю, что также глобальной области видимости можно получить доступ с помощью вот такого спецификатора двойного двоеточия. То есть если бы у нас была, например, объявлена здесь другая value, да, то в этом случае мы к глобальной переменной получим доступ, а убрав спецификатор, то к вот этой переменной. Ну ладно, это я просто так ремарочку небольшую. Но если у нас объявлена с таким именем только глобальная переменная, мы, конечно, получим доступ сразу к ней. Вот, давайте откроем данную директорию, соберем, попробуем программу и запустим ее. Видим, что все нормально, мы корректно вывели в консоль значение глобальной переменной value, и тут вроде бы все понятно, да, но есть нюансы. То есть смотрите, ребят, смысл в том, что вы получите доступ к этой переменной в любом месте этого файла, для начала, да, ну вообще во всех файлах, но чтобы убедиться хотя бы с базовым посылом, давайте еще объявим функцию, которая будет, допустим, принимать просто одно какое-то значение, и складывать это значение, возвращать результат суммы этого значения и нашей глобальной переменной value. Попробуем обратиться. Даже знаете, как сделаем? Я здесь оставлю только предварительное объявление этой функции, определение вынесу сюда. Прямо для наглядности, что даже оттуда видно глобальную переменную, да? Здесь мы вызовем нашу функцию, передадим в нее значение, соберем программу, запустим ее и увидим, что да, все нормально. То есть мы в итоге сложили наше значение глобальной переменной 1200 и значение переданного в параметр аргумента, которое равно 100. Все нормально. Но, как мы уже сказали, мы же видим якобы глобальные переменные вообще отовсюду, в любом файле, да? И для этого давайте создадим еще один файл, который назовем, допустим, glob.cpp. Откроем данный файл. И объявим теперь нашу глобальную переменную в нем. То есть прям возьмем и заберем отсюда ее определение, сюда перенесем. Вот, и теперь у нас ругается вроде, да, LSP говорит нам, что, может, ты имел в виду value 1, типа еще раз сложить параметр. Но мы же нет, мы хотим именно получить доступ к нашей глобальной переменной. Мы сказали, что вроде мы можем получить доступ, даже если она находится в другом source-файле, правильно? И это действительно так. Если мы... Для этого нам нужно воспользоваться ключевым словом extern. Таким образом, мы говорим компилятору, что переменная, предварительное объявление, которое идет дальше, есть в другом Unity трансляции, то есть в каком-то другом файле. И тогда, видите, ошибка пропала при компиляции. Теперь, соответственно, нам надо указать еще один source файл, glob.cpp. При компиляции мы получаем совершенно корректную программу. То есть мы таким образом с помощью ключевого слова extern получили доступ к нашей глобальной переменной, которая определена вообще в другом файле. Но смотрите, в принципе, все понятно, да, я надеюсь, должно быть. Но хорошим тоном, так скажем, считается хранить экстерны в header файлах. То есть по-хорошему мы должны сделать так: glob header объявить с расширением HPP. И вот это предварительно, так скажем, объявление нашей глобальной переменной с помощью слова extern перенести в отдельный файл glob.hpp. И вот здесь мы уже его оставляем,
а здесь просто подключаем хедер. Вот это считается, так скажем, хорошей практикой. Вот, ошибка пропала, но соберем все равно программу, убедимся, что все отработало корректно. Вот, как видите, сейчас мы объявили все как бы по-нормальному. И теперь, как видите, мы организовали всю работу с глобальными переменными, как это следует делать в хороших проектах. Вообще в хороших проектах нужно стараться избегать глобальных переменных, но ничего, как я говорю, не возводите себе никогда никаких догм, стереотипов, что есть какие-то запрещенные там приемы. Нет, ребят, если нужно вам, строго необходимо глобальную перемену объявить, вы понимаете, зачем вы это делаете, с какой целью это будет использоваться, вы будете работать с ней аккуратно, то почему бы нет. В моем проекте, например, есть одна глобальная переменная, нет, две было, да, одну я удалил, по-моему. Сейчас одна глобальная переменная, но тем не менее. Да, ребят, и еще дополнительная информация, тоже глобальным переменным. Если вы попытаетесь объявить глобальную переменную именно константного типа, то есть, да, используете, ну, вспоминаем, квалификатор const, что он делает нашу переменную константной, то вы потеряете возможность обращаться к ней из любого юнита трансляции. То есть теперь при попытке собрать программу мы получим ошибку линкера, потому что если мы ставим квалификатор const перед глобальной переменной, мы ее превращаем в переменную, которую видно только из этого юнита, то есть только из этого файла, и мы потеряем возможность с помощью ключевого слова extern получать к ней доступ в других файлах. Так что запомните, ребят, вот такую глобальную переменную, не константную, можно вообще, она именно глобальная, а константная переменная, она становится уже как бы не глобальная, а имеет статическую область видимости. Но про статическую область видимости мы еще будем говорить в отдельном уроке. Но просто запомните такой нюанс, что определили переменную в глобальной области видимости с использованием квалификатора const, таким образом вы ограничиваете ее область видимости до видимости файла. И далее вы уже в других единицах трансляции просто не получите к ней доступ никаким образом. Так что, ребят, в принципе все, это базовый синтаксис глобальных переменных. Есть еще, конечно, различные, так скажем, нюансы, которые я здесь не затрагиваю, но я не хочу вас перегружать. В общем, все, ребят, я думаю, что на этом, в принципе, и достаточно по базовому синтаксису глобальных переменных. Спасибо большое вам за просмотр. Если контент нравится, поставьте мне, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Напоминаю, что также я являюсь стримером. Вы можете найти ссылку на мой Twitch канал в описании под каждым видео, которое я из последних как бы записывал на YouTube. И также добро пожаловать в комментарии, если есть какие-то дополнения, замечания, адекватная критика, пожалуйста, к адекватной критике я вполне, так сказать, готов, вполне нормально отношусь. Все, ребят, еще раз большое спасибо, удачи!